Вечер добрый, уважаемые коллеги, друзья, как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times, я Дэн Стрелков, и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете не только обучение, не только чат, в котором сможете общаться со мной и с другими подписчиками комьюнити хоть с утра до вечера, а также вы найдете прогнозы на основе комплексного анализа, который включает в себя срочный рынок Чикагской товарной биржи, а именно опционные фьючерсные контракты, волновую теорию Ральфа Эллиотта, данные по поведению толпы брокера Оанда и, конечно же, основные крупные стратегические уровни поддержки и сопротивления. Мы рассматриваем все это, всю эту информацию комплексно, и я пишу прогнозы, а также вы найдете торговые сигналы. Все это в комьюнити Forex Times. Напишите мне, пожалуйста, в личку, присоединяйтесь, и вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, три торговых инструмента: евро, золото и бонусом снова франк, потому что именно франк сейчас в связке с евро показывают нам вероятное движение торговых инструментов, которое с большой вероятностью произойдет. Вот, например, если нефть нету смысла рассматривать, потому что там существует два варианта, и только один человек в мире способен нам что-то подсказать, и то, я так полагаю, что он сам не понимает, что у него творится в голове, то лучше рассматривать те торговые инструменты, которые более-менее показывают нам вероятный исход. Ну что ж, начинаем снова с евро. И, собственно, как и предполагалось, евро протестировал уровень 1.14, правда, тут немного не дойдя до него, где располагается достаточно крупное скопление опционных контрактов PUT. 14 127 контрактов, это с экспирацией на 2 июля. До 2 июля времени еще достаточно. Однако, как бы мне не хотелось начать покупать, тем более, друзья, посмотрите, какой прекрасный пин-бар. Казалось бы, как написано во всех книжках, мы отработали крупный уровень скопления месячных опционных контрактов в PUT. Маркетмейкер защищает этот уровень. Также профессионалы, которые хеджировали опционными контрактами свои фьючерсные, также заходят в рынок на покупку, и мы с вами прекрасно видим целевой уровень. Уровень 1.1760, насколько я помню. Да, 1.1760. Может быть, 1.1750 будет запомнить проще. Все-таки скопление опционных контрактов, кол на сумму, прошу прощения, в количестве 21 116, а сумма здесь гораздо больше, чем 1 миллиард долларов в этих опционных контрактах. Прямо уровень, который нас тянет наверх. Но, друзья, экспирация данного уровня 4 сентября. До сентября месяца еще можно 10 раз тут куда угодно сбегать. И вот это очень большой вопрос, и давайте разберем его. А именно, идея вот какая. Разворота в данный момент большого не будет. Да, будет некий рост пунктов 100-150, но может быть потолок 200. Однако, друзья, посмотрите, пожалуйста, у нас внизу есть очень интересный уровень 1.1350, 1.1360, на котором у нас есть 9228 месячных опционных контрактов call. Вы видите, опять же, в миллионах долларов это чуть более миллиарда долларов, но это не самое интересное. Это скопление с экспирацией на 2 июля. Но если мы посмотрим экспирацию августа, то мы увидим не менее интересные данные. Посмотрите, 7587 контрактов на том же уровне. Профессионалы сразу на 2 экспирации забивают этот уровень для хеджирования своих фьючерсов на покупку. Почему же они так хотят покупать примерно от уровня или около уровня 1.1350, 1.1360, не давая нам где-то очень высоко никаких ориентиров? То есть вот у нас ориентир 21 116 контрактов, правда это на сентябрь,
Их может стать либо гораздо больше, либо гораздо меньше. Но что самое еще интересное, в четверг здесь еще и проторговка была 1231 контракта, и прибавление было 976 контрактов. Экспирация в сентябре, а профессионалы накидывают, накидывают и накидывают. Это большой вопрос. Почему не где-то далеко наверху? Почему именно где-то здесь посередине? И вот, друзья, я предполагаю вот какой ответ. Дело в том, что по поводу роста евро существует несколько вариантов, закончился он уже или нет. И вот если мы предположим вариант, что рост закончился, то мы можем предположить, почему экспирация аж 4 сентября, но она активно расторговывается. Вот вы видите. Потому что до 4 сентября евро, скорее всего, может нам дурить голову в виде образования начального диагонального треугольника. Раз, два, три, четыре, пять. После чего коррекция, как вы видите, к сентябрю, может быть там да, причем, кстати, экспирация в начале сентября. То есть это уже к середине августа мы можем дойти до уровня 1.1750, 1.1760, и это у нас волна 1, волна 2 и с огромным разворотом вниз. Вот эта теория мне близка на данный момент. Измениться может все, что угодно в любой момент. Какой-нибудь дурак прибежит с 4 миллиардами, закинет наверху. А обычно это не дураки, а которые что-то знают. И как закинет где-нибудь на уровень 1,2150 4 миллиарда, все, значит, цена пойдет туда. Но это мы узнаем потом. И цена, конечно же, очень сильно пойдет наверх, только если глава Федрезерва США, да, действительно покажет очень сильное голубиное настроение и начнет каждый месяц свою риторику продолжать на тему, скорее всего, мы видим охлаждение экономики США, новые данными, которыми мы сейчас оперируем, да, скорее всего, мы можем принять решение о снижении процентной ставки. Вот. Но я предполагаю, что все-таки война в Иране, цены на энергоносители, на нефть просто так не пройдут. Потому что не бывает такого, что вдруг нефть стоила $50, она стоит, например, $120. И вдруг у нас цены растут. Нет, не так происходит. Через 3 месяца начинает все расти. Через 2,5-3,5 месяца приходит вот эта реакция на цены на энергоносители. Сразу такого не происходит. Вот, друзья, поэтому я предполагаю, что все мы это еще увидим, и образование начального диагонального треугольника сюда очень хорошо вписывается, очень хорошо. И с вашего позволения, да, кстати, а что же делать на ближайшую торговую неделю? Хотите пощекотать себе нервишки? Рассматривайте исключительно продажи в направлении уровня 1.1360. Дождитесь коррекции, собственно, вот у нас одна волна коррекции уже как будто бы нарисовалась, нарисуется вторая, и можете рассматривать продажи. Если хотите понять как, натяните себе сетку Фибоначчи, например, по данному снижению, и от уровня 50% можете рассматривать продажи. Но, друзья, это не торговая рекомендация. Это если вам заняться нечем в этой жизни, вы хотите пощекотать себе нервы. Конечно же, исключительно необходимо рассматривать покупки в направлении уровня 1.1750, там 1.1760. Но я предполагаю, и сейчас я вам по франку покажу, я предполагаю, что все-таки именно начальный диагональный треугольник и потом вверх. А у начального диагонального треугольника, как вы поняли, нам еще нужны обновления минимальных значений, и может быть еще не один раз. Давайте франк сразу посмотрим. По франку, что интересно. Во-первых, уровень 0.81, сколько у нас, 50 или 40, вот интересно. 0.8140, но, друзья, помните, 0.8140, 0.8150,
0,8160. Мало того, что здесь максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам Call, здесь еще профессионалы накинули нам чистых контрактов 48 миллионов, 44 и 31 миллион опционных контрактов Call. Также следует обратить внимание на, помните, я не единожды вам показывал основная идея. Так, давайте-ка я уменьшу немного. О, так будет намного лучше видно. Основная идея – импульс в виде начального диагонального треугольника. Далее треугольник как предпоследняя волна. А следовательно, вот здесь у нас с вами проходит последняя волна. Последняя волна как будто бы закончилась, и разворот как минимум в направлении средней линии треугольника, а как максимум вот прям туда, далеко-далеко наверх. И если такое действительно произойдет, то о снижении процентных ставок Федрезервом США мы даже не говорим, вообще даже не обсуждается. А далее очень интересный момент. И этот момент... Так, давайте лучше на дневном таймфрейме. Да, этот момент вот какой. У нас с вами есть импульс в виде начального диагонального треугольника. Далее коррекция. Импульс волны А, коррекция и конечный диагональный треугольник в волне С. А, коррекция волны Б и конечный диагональный треугольник в волне С. А потом, друзья, раз, два, три, четыре, пять. То есть у нас один импульс, коррекция, второй импульс. Вы знаете, как это происходит. Импульс, коррекция и так далее. Только нужно понять, а что это у нас такое? Может быть, это большая коррекция АБЦ и разворот вниз? Во-первых, давайте посмотрим, чем у нас заканчивается пятая волна. Вот у нас пятая волна. Значит, раз, два, три, 4, может быть даже, прошу прощения, может быть даже в виде треугольника, и 5. Не хватает еще одной волны для завершения. Где мы ее найдем? А мы ее с вами найдем по показаниям брокера Оанда. Вот эта волна, посмотрите, пожалуйста. Ликвидность, которую для того, чтобы развернуться вниз, крупный игрок очень любит кушать, ням-ням. И в этой ликвидности находятся стоп-лоссы продавцов и бай-стопы покупателей. А теперь внимание, друзья, это два очень больших лимитных ордера на продажу. Так вот, это уровень 0.8120, а это уровень 0.8140, по-моему, или 45. Два очень больших ордера, но самое главное даже не это. Самое главное, сколько у нас покупателей. Друзья, 86% покупателей. Толпа в данный момент покупает. Не надо покупать. Точно так же вы прекрасно знаете правила корреляции между евро и франком. Они практически зеркальны. Так вот, когда я говорю «не надо покупать франк», вот я и имею в виду, что если вы, конечно, очень хотите сильно пощекотать себе нервы и продать евро, я бы все равно этого не рекомендовал, потому что по евро я бы рекомендовал искать покупки, а по франку искать продажи. Но если по евро мы видим уровень, куда искать покупки, по франку пока мы данный уровень, к сожалению, не видим. Но мы можем предположить кое-что. Смотрите, какая интересная ситуация. Если предположить, что по евро действительно может образоваться начальный диагональный треугольник с коррекцией вверх, который мы обязательно возьмем, и потом продолжением падения, то по франку наоборот. Восходящий начальный диагональный треугольник с коррекцией и с продолжением роста. А теперь внимание. Сейчас я вам включу экспирацию сентября. И вы увидите все собственными глазами. Посмотрите на это чудовище. Это скопление месячных опционных контрактов PUT. Это очень большое количество контрактов. 2000, 2400, 4400 опционных контрактов PUT. Причем, друзья, это очень сильный диапазон поддержки.
не сопротивления, а поддержки. И вот что я думаю, а почему бы нам, собственно, по франку не образовать тот же самый начальный диагональный треугольник, раз, два, три, четыре, пять, и потом вот эту коррекцию сделать в диапазон поддержки и улетаем вверх. Вот эта мысль, она полностью коррелирует с мыслью по евро, где образуется начальный диагональный треугольник только вниз, потом коррекция к 20 тысячи одному 116 контрактам call. Кстати, здесь изменится, скорее всего, количество. Будем очень внимательно следить. И потом большой разворот. Вот это очень интересные две идеи, которые между собой коррелируют. И что самое интересное, мы прям видим уровень целевой, к которому, скорее всего, с большой вероятностью цену затащат, а от него уже будут продавать. И по франку мы видим диапазон. Причем по франку даже еще интереснее диапазон. Он сильнее, потому что для франка такое количество контрактов – это очень много. И эта идея по франку коррелирует с основной идеей треугольника как предпоследней волны и роста американского доллара по отношению к франку. Поэтому, друзья, по итогу Трамп говорит фигню. И Трамп орет, что давай снижать процентную ставку, ах, вы все дураки, снижайте процентную ставку. Скорее всего, процентную ставку даже еще поднимут. А для чего он кричит? Знаете для чего? Чтобы все, кто ему поверит, а поверит же ему огромное количество. Вы же помните, как он и его жена создали криптовалюты свои, а потом продали их на сотни миллионов долларов, а потом их криптовалюты упали на 95%. У Трампа, по-моему, на 97%. То есть он обманул всех. А знаете, в чем прикол? Он потом создал второй раз другую криптовалюту и сделал то же самое. Сколько дурачков в мире верят Трампу? И это же бесконечное количество. Так вот сейчас Трамп кричит, снижай процентную ставку, чтобы такое же количество дурачков ему поверили и начали продавать американские доллары, покупая евро, покупая там что-то еще, не знаю, против американских долларов. А Трамп через подставные организации, наоборот, будет покупать американские доллары, потому что его ставленник в Федрезерве, разумеется, скажет Трампу, что он будет повышать процентную ставку. И вот вы увидите, перед повышением процентной ставки Трамп будет каждый день орать. Надо снижать, я требую снижения, да я гарантирую, что ставка будет снижена. И потом вы увидите, что Федрезерв поднимет процентную ставку. Вот такие вот дела. Такой вывод напрашивается, просто напрашивается сам с собой, друзья. Ну что ж, надеюсь, в принципе, я объяснил точку зрения, как я вижу евро и франк. Кстати, по франку уровень 0,8120, 0,8130, там 0,8150 хорошие уровни для того, чтобы можно было поискать продажи. Да, там, скорее всего, прибыль более 250 пунктов не будет. Но если найти небольшой импульс, нисходящий, так, если найти небольшой нисходящий импульс, коррекцию, выставить отложенный ордер, sell-стоп на максимум коррекции, стоп-лосс, то я думаю, что у вас здесь будет пунктов 50 стоп-лосс, ну и заберете там 150 пунктов тейк-профита. Получается 1 к 3 соотношение, нормально. Засуньте в вашу сделку от 1% до 3% риска от баланса торгового счета и заработаете от 3 до 9% на этой сделке. А 9% это очень много. Очень много. 3% это много, 9% это очень много. Ну что ж, и теперь золото. И вот здесь опять же очень интересный момент. Все, я думаю, весь мир видит этот импульс. Раз, два, три, четыре, пять. Тем более в четвертой волне еще очень вероятно треугольник. И я в комьюнити нашем этот импульс
писал, и кто-то даже продавал на коррекцию. Но теперь очень большой вопрос. Итак, Дэн, импульс прошел, коррекция прошла. Ну что, покупаем? Ай, друзья, вопрос очень классный. И тут нужно бы задать себе другой вопрос. Если все видят и все покупают, в чем смысл обогащения? Ну, то есть вся толпа, весь мир станет сказочно богатой, правильно? Но это же утопия. Давайте посмотрим у брокера Уанда, как там дела. Посмотрите, пожалуйста, внимательно сюда. 86% покупателей. Если мы сейчас полетим вверх, это будет, конечно, интересный момент. Более того, посмотрите, это прибыль покупателей, это убыток покупателей. Кажется, визуально прибыли больше. Нет. Огромные объемы прибыли сосредоточены вот от уровня примерно 4,145 до уровня там 4,160, может чуть ниже, 4,158. Это прибыль на данный момент покупателей. Если цена полетит дальше вверх, то вот здесь опять же будет убыток покупателей становиться их прибылью. Но мне вот почему-то очень хотелось бы увидеть, как вот этим покупателям сделают немножко больно тем, что цену вниз окунут. Вдруг покупатели очень сильно испугаются и начнут закрывать свои сделки. Если закрыть вот эти скопления прибыли, то рынок в принципе запросто может спокойно развернуться вверх, несмотря на то, что покупатели, подавляющее большинство, их сделки размазаны, очень в долгую размазаны по цене. Но вот это скопление, оно не размазано. Это покупатели, которые вот здесь вот входили, вот здесь, по низам входили, у них сейчас огромная прибыль. А почему бы их не выкинуть из рынка, а потом пойти вверх? Почему бы не выкинуть этих покупателей, а потом развернуться вверх? Это интересная мысль. И мысль еще о том, что действительно все видят этот импульс. Более того, ближайшая экспирация, по-моему, 25 или 26 числа. 25 июня, друзья. 25 июня – это 4 дня. И меня, опять же, очень интересует вот это скопление 9,5 тысяч контрактов, которые расторговывались активно в четверг. Вот мы видим активную расторговку контрактов call наверху, но так цена от них и отскакивает. Видите, цена уходит вниз. Меня интересует, а какие это идиоты на Чикаго расторговывали миллионами долларов контракты, у которых экспирация через 4 дня буквально, 26 числа. Может быть, это те идиоты, которые что-то знают и предполагают, что цена за эти 4 дня успеет сходить сюда на тест данных контрактов, и они успеют открыть фьючерсы на покупку? Вот это очень интересный момент. Опять же, друзья, я смотрю исключительно на покупку. Потому что, если мы посмотрим экспирацию, так, я не помню, по-моему, сентябрьская экспирация. Да, абсолютно верно. Там и августовская, и сентябрьская, кстати говоря, да. Да. По-прежнему, друзья, 20 тысяч контрактов и 16 тысяч контрактов, к которым добавились еще, если обратить внимание, здесь еще 5,5 тысяч контрактов. То есть наверху по золоту накидывают миллиарды долларов. Миллиарды долларов опционных контрактов call. И те мои оппоненты, которые говорят, все это туфта и рынок будет падать, ну, значит, на Чикаго работают дебилы. Вот у меня одно слово «дебилы» можно прямо написать, письмо в Чикагскую товарную биржу. А почему на вашей площадке работают идиоты? Почему идиотам доверяют инвесторы миллиарды долларов? Объясните мне, пожалуйста. И мне скажут: мальчишка, у тебя с логикой проблема. Так вот, а логика такая: либо мы чего-то с вами не знаем, либо на Чикаго не идиоты работают. Я думаю, что вариант 2, что на Чикаго миллиардами долларов ворочают не идиоты. А значит, покупка – это хорошо, вот только покупка когда? Что нам с вами делать?
Простой вопрос. Простой и лаконичный ответ, друзья. Если мы с вами предполагаем, что это коррекция, нам нужно подтверждение. А, Б, С. Вы знаете, что у импульсов существует, да, я букву Б нарисовал, прекрасно. А, Б, С. Вы знаете, что у импульсов существует три вида. Это, грубо говоря, выстрел из пушки, пятиволновая структура и диагональный треугольник. Если мы с вами увидим раз, два, три, четыре, пять волн, которые поглотят минимум волны А, то мы с вами поймем, что первый вариант отпадает, второй вариант отпадает, потому что в импульсе нисходящем четвертая волна не должна поглощать минимум первой волны. А если мы считаем, что рынок побежит вниз, то у нас первая волна уже поглощена импульсом. Следовательно, если мы увидим такой импульс, будем предполагать, что это волна 1, и после коррекции будем выставлять отложенный ордер buy stop и стоп-лосс под низ коррекции. Вот так я предлагаю расторговать данную идею. Но все же, вот почему-то, по какой-то причине, мне кажется, что мы увидим вот так сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Потом коррекцию и продолжение снижения. Чтобы выкинуть нафиг этих покупателей, которые сидят. Давайте еще раз покажу. Вот этих покупателей, у которых достаточно большая прибыль, выкинуть их, испугать их, чтобы как минимум их половина из рынка убежала, закрылась. Опять же таки, друзья, вот у нас стоп-лоссы покупателей. Я предполагаю, что это стоп-лоссы как раз вот этих покупателей, которые здесь наверху сидят. Если мы, кстати, посмотрим, где эти стоп-лоссы стоят, они стоят там на самом локальном минимуме сейчас. Так вот, активировать стоп-лоссы, выкинуть половину покупателей и потом развернуться. Если бы я был рынком, я бы так и сделал. Я бы так и сделал. Вот, тем более, что контракты, которые я вам показывал, меня очень сильно интересуют. А именно, почему их так много и почему они активно расторговывались в четверг. Цена достаточно далеко находится от этих контрактов, но их расторговывают в четверг, выкидывая деньги в мусорку. Вот этого я порой не понимаю. Но взяли, выкидывали денег в мусорку и все. Если бы я был инвестором, мне бы не понравились такие действия инвестора или хедж-фонда или банка, в который я инвестирую деньги. А значит, какие-то мысли здесь у трейдеров есть. А значит, есть вероятность снижения на следующей неделе курса золота. Поэтому, друзья, я объяснил, как мы действуем. Я в комьюнити Forex Times точно так же буду действовать. Увижу импульс после коррекции, выставлю отложенный ордер. Но покупать с текущих позиций я не буду, даже если я не прав. Я объяснил свою точку зрения. Извините, пожалуйста, друзья, что сегодня так лекция затянулась. Хотела разжевать каждый пункт для вас, чтобы была понятна идея. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Я Дэн Стрелков, проект Forex Times. Напишите мне в личку, может быть, поставьте лайки. Это поможет продвижению видео, а может быть, не поможет. На самом деле я делаю видео не для продвижения, а для вас. Для того, чтобы вы смогли заработать денежку, собственно, и вместе со мной я делаю абсолютно то же самое, о чем вам рассказываю. Я делаю это на 2 торговых счетах. Вот, собственно, напишите мне в личку, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, поверьте, будет очень интересно, вы никогда об этом не пожалеете. А на сегодня всем классного вечера, тепла, любви и мира, и всем пока-пока.